Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. У нас сегодня такое простенькое видео ремонт одежды. Мне нужно ушить этот свитер. Во-первых, рукава внизу, посмотрите, какие они широкие. И он где-то на 2-3 размера больше нужного. Боковые швы прошиты на машинке, а верлака здесь не присутствует. Такие вещи можно распустить. По поводу рукава. Рукав вточной, он на оверлоке прошит. И чтобы распороть рукав, допустим, сохранить вашу оригинальность оката рукава, вы можете прям срезать оверлок и распустить строчку. Но и за полсантиметра, и за сантиметра мы этим не будем копаться, возиться, заморачиваться. Мы с вами раскладываем свитер и его проглядываем. Обычно на окате рукава задняя сторона, она больше, чем передняя. Я имею в виду вот этот вырез. Но здесь у меня одинаково. И значит, мы ничего не вымеряем, будем выкраивать одинаково. Сложила ровно рукав, шов. Где плечевой шов, сделала пометку, чуть ниже спустила булавочку. Так как рукава у нас что левые, что правые, они у нас одинаковые. И мы смело можем отрезать их, чтобы они нам не мешали. Но отрезаю я аккуратно, не теня полотно, потому что мало ли, может быть, стрелку пустит. И отрезаю прям около бывшего шва. Распарывать же мы не стали. А чтобы вы не заблудились в рукавах, можно сделать пометку. Вот моя спина, и я рисую буковку «С». Перед буковка «П». Получилась у меня вот такая безрукавка. Для удобства мы можем с вами вот это вот срезать, чтобы нам ничего не мешало. Можно оставить. Но здесь у нас, смотрите, покажу, разрезы на свитере. Их можно зашить, а можно оставить. Но так как здесь край полотно сразу вязалось, здесь нет ни оверлока, ни подшиты, ничего. Здесь ровный край, он идеальный край. И мы будем с вами, допустим, ушивать. Сложила свитер пополам, выровняла боковые и рукав, вот этим пройму. И мы теперь можем, смотрите, чтобы нам оставить разрез, сделать вот так. Разрез, срезаем сколько нам надо. Мы вот эту часть с вами прошьем, обметаем. А это мы с вами возьмем просто и подвернем. Вот так это будет выглядеть. Наверное, вам не видно. Вот наша пройма. Она практически прямая. Но я вот так немножечко углубляю по прямой. И отрезаю лишнее. И по этой же я отрезаю другой рукав. Соединительные булавки пока не раскалываем. Занимаемся с рукавами. Вот наши рукава выровняла. Ровно они у меня лежат. Вот про что я вам говорила. Что спинка, она немножечко больше, чем перед. Тут буквально 1 сантиметр. Но он есть. И теперь окат рукава мы с вами не трогаем. И теперь ушиваем сколько надо рукава. Ну и опять же, так как у меня здесь, вот в свитере, посмотрите, как много, как юбка, надо это все выравнивать. Я снизу беру чуть больше. У меня ножницы не режут сразу 2 полотна. И просто отрезаю. Узкий не будет. Однозначно. Смотрите, вот это постарайтесь вывести как бы на нет. Лучше вы потом лишнее отрежете. Вдруг лишнее с рукава отрежете. И потом будете мудрить с задней и с передней половинкой, чтобы вставить рукав. Вот мои обрезалочки. С каждой стороны, вот боковой шов, я убрала по 3,5 сантиметра. От рукава у меня получилось где-то 2 сантиметра. Кстати, забыла померить, что было, что будет.
у меня тут получается 24 сантиметра, 48. Это у меня было. Ну, а теперь сшиваем все вместе. У нас есть два варианта. Первый вариант, когда вы обметываете, прошиваете рукава сначала, прошиваете боковые швы и потом вшиваете рукав. Это первый вариант. Второй вариант, когда вы берете, раскладываете, соединяете нашу пометочку с плечевым швом. И вот вы нарисовали, это перед, вот он, это спинка, вот она. На спинке горловина всегда выше. Это кто не знает. С плечевого шва фиксируем булавками. Идем в одно направление, потом идем в другом направлении. Трикотаж или вязаные вообще любые изделия мы с вами вот так не тянем. Вот как они ложатся, так мы их и фиксируем булавками. Рукав у меня лег идеально. Здесь у меня прям тютелька в тютельку. Здесь буквально 0,5 миллиметриков выступает. Это можно запросто отрезать. И теперь мы с вами прошиваем рукав. Можно, трикотаж шьется на оверлоке. Можно проложить строчку машинкой, потом обметать. Но для некоторой ткани лучше здесь какую-нибудь тоненькую ткань проложить и по ней пустить строчку. Когда прошивают швы на трикотаже, используют хлопковую тесьму тонкую, где-то 0,5 миллиметров. Когда вы будете прошивать окат рукава, плечевой шов, он у вас смотрит назад. Прошила окат рукава на оверлоке, потом на машинке. Вот смотрите, соединяем швы. Шов должен смотреть на рукав. Фиксируем булавками. Также фиксируем рукав булавками. Тем более, если у вас клеточка, полосочка, как у меня, у вас эти полосочки должны совпадать. Видите, они у вас не должны вот так располагаться. Рукав зафиксировали и теперь совмещаем боковой шов. Также, чтобы ваши полосочки все совпадали. Но в этом случае можно где-то что-то подтянуть и натянуть. Только не сильно, слегка. Ну а теперь мы берем и прошиваем. Конечно, хороший вариант не булавками фиксировать, а сделать наметку. Сейчас будем прошивать боковые швы. Вот смотрите, у меня здесь краска. Да, это мой свитер, я не скрываю, это мой домашний рабочий свитер. И когда я сделаю подворот, вот эта краска уйдет, ее видно не будет. Но здесь у нас край хороший, не обметанный, ровный. Да? Мы просто потом возьмем и обметаем. Но, а здесь будет оверлок. У нас здесь остается необработанный угол. И мы первым делом должны взять зигзагом или на оверлоке. Вот так располагаем ровненько. Проходим прям совсем буквально сантиметрика 3 ввысь. Все. И потом вы, когда обрабатываете край, у вас примерно вот так это будет выглядеть. А здесь уже у вас будет оверлок. А когда вы пустите машинную строчку, чуть-чуть подальше вы ее пропустите, все, ваш разрез готов. Ну вот, посмотрите, вот так это выглядит. И теперь я смело могу прокладывать строчку. Прошила боковые швы, осталось дело за малым. Я на руках буду делать этот разрез. Нитка с иголкой в одно сложение и просто беру и потайным стежком пришиваю. Так, чтобы у вас не было здесь ничего видно. Но можно прошить и на машинке. Ну все, хорошие мои. Ушила свитер. Вот о чем я говорила. Что все полоски у нас совпадали. Вот такой получился разрез. Да, широковатый. Но можно, конечно, и отрезать. Можно и без разреза. Видео мое практически 9 минут. Это многовато. Но за 9 минут я вам попыталась рассказать все нюансы. И вы, я знаю, многие решитесь на такой шаг, чтобы ушить вязаную какую-нибудь вещь. Тоже водолазку, свитерок. Девчонки, пробуйте, не бойтесь, ничего страшного нет. Но на этом все. Увидимся в следующем видео. Будет интересное видео. С вами Валентина Никита. Пока-пока. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Присылайте смайлики. Пока.